меня слаживается такое мнение, что тут одни жулики в иммобиляриях работают. Такая комната, балкончик. Сегодня захожу, объект удален. Марина говорит, нас интересует вот такой вопрос. Она говорит, мы такое не делаем. Все делают, а они не делают. También hay un balcón también. No, eso yo no lo he visto en el foto. Едем мы сейчас на осмотр квартиры, но скажу сразу, этот вариант мне вот так вот. Здесь очень зависит от человека, от человеческого фактора. Если человек, ну, хоть какую-то долю хочет в вашей ситуации разобраться, вам помочь, он это будет делать. Настя оценочку уже сказала. О, ужас какой-то. Уже лучше нормальный дом. А, все. Está nuevo, tiene un año de ahora. Mira, hasta la puerta de entrada. Ребята, всем привет, всем доброе утро. У нас утро вторника. Хочу поделиться с вами, что эта неделя полный жесткач. У нас 4, на работе я имею в виду, у нас 4 свадьбы в субботу. И на протяжении всей недели 7 событий и 4 пробы. Ну, это такой ритм без остановки полностью. Плюс сегодня хотела еще рассказать, что у нас назначена встреча на осмотр одной квартиры в Камасе. Но проблема в том, что мы не помним, какой именно. Вот настолько мы уже искали разные варианты. Везде у нас охрана отмены, как то говорится. Что мы просто-напросто уже запутались. Но будем как-то решать этот вопрос. Не знаю, буду прозванивать по тем квартирам, которые, по тем агентствам недвижимости, к которым мы обращались. Знаем, что квартира в Камасе, только не знаем, какая именно. В общем, будем искать. Так что, ребята, всем хорошего дня. Увидимся. Ребята, всем здравствуйте. У нас сегодня вторник. Город Севилья. Мы в поисках недвижимости, да, у нас сейчас такая заостренная тема, обостренная. Ну что хочу сказать, меня просто разрывает от этой испанской натуры. У меня слаживается такое мнение, что тут одни жулики в иммобиляриях работают. Просто жулики. Почему я так думаю? Потому что объект, который меня очень интересовал, я старался добиться, чтобы его посмотреть и, ну, как бы уже начать процесс. Я даже был готов его без осмотра резервировать. Но получается, этот объект еще не выставили на осмотр. Он уже в рекламах появился на сайте Идеалиста, но осмотры, визиты еще не начались. Сказали после ферии. Я хотел быть в числе первых, да, чтобы не упустить эту возможность. Мы позвонили, Марина, записали нас на осмотр. Я тоже звонил, записали на осмотр после ферии. Сегодня захожу, объект удален. Не знаю, может его просто сняли, много звонков, а может просто ребята, как всегда, пользуются такой процедурой, когда выставляют интересные объекты, чтобы к ним обращались. Но если бы это так было, они бы предложили другие варианты, да? А они просто морозятся, не берут трубку уже, ну, как бы не отвечают, не отписывают. И другая история. У меня просто опять разрыв на эмоциях, уже не могу ничего, я не хочу даже опять об этом думать. Значит, и существует такая процедура. И финансьер говорил тоже, и другие иммобилиаристы. И с работниками Алегрии я разговаривал тоже, опять это Алегрия, что есть такая штука, как преапробационная и ипотекария. Марина записалась сегодня к банкирше к нашей. Ей перезванивают именно сегодня, у нас было назначено, мы уже готовы были ехать. Она звонит, что нужно перенести на четверг. Ну
окей, ладно, перенести. Марина говорит, нас интересует вот такой вопрос. Она говорит, мы такое не делаем. Все делают, а они не делают. Ну, просто, да, как бы. Это очень важный документ, который нужно иметь. Но они такое не делают. Сегодня у нас запланирован визит один. Будем ехать смотреть квартиру, которая так себе, ну, поэтому, наверное, и реальная. Потому что я смотрю на такие, которые нереальные, наверное, которые просто заманивают. Ну, в общем, в 5 часов, в общем, едем смотреть эту квартиру. И, возможно, еще в сколько там, 6, без 15,7 вторая квартира на Макарене. Но мне звонила эта иммобилиристка, я сначала не мог ей сказать, что точно мы будем на без 15,7, потому что на 6 у нас был банкир. А так как банкир отменился, я ей сейчас пишу, звоню, говорю, можем ли мы все-таки прийти, она уже не отвечает. Блин, очень сложно, очень сложно. Много жуликов, ласково говоря, жуликов, я бы по-другому их назвал. Еду за Настенкой, потом за Мариной, забираем ее с работы, едем на осмотр квартиры. Голова взрывается, эмоции, хочется просто матюкаться. Ну ладно, приходится смириться с этим беспределом, и все. Ребята, все в сборе, Настя на месте, Марина на месте. Едем мы сейчас на осмотр квартиры, но скажу сразу, этот вариант мне вот так вот не слишком он мне нравится. Но то, что получилось вроде как бы посмотреть... Уже что-то, да? Что-то, уже будем какую-то практику получать, смотреть в реальности, да? Пообщаемся с работником, с этим иммобилярия. Да, а по банку сегодня отмена. Я уже знаю настолько, что просто нереально. И позвонила мне эта моя кураторша, не знаю, Хестор тут называется это, и говорит, что ой, можем мы перенести сегодняшнюю ситу на другой день, на следующую неделю. Я говорю, ну нам как бы критично, во-первых, так нам это надо... вообще на следующую неделю? Она хотела на следующую неделю. Я говорю, нам критично, говорю, во-первых, мы хотим сделать преапробационный ипотекария, во-вторых, нам нужно обновить документы, иначе нас там то заблокируют карточку, то все. Она говорит, раньше она мне ничего об этом не говорила, а сегодня говорит, ну, у нас банк вообще не делает преапробационного ипотекария. Вы, когда находите какую-то квартиру, уже знаете, что вы ее хотите приобрести, вы приходите в банк, и тогда мы делаем преапробационный ипотекария. Это из-за того, что они ленивые. Но я, возможно, потому что она ответила так, потому что я сказала, что если, ну, то есть у вас сегодня нет возможности, возможно, нас примет другой Хестор. Может быть, она вот так вот таким образом отреагировала. Но в итоге выбила я ситу на четверг, на 5 вечера, не знаю, насколько... Это реально. Будет реально. Да. Я хочу сказать, что здесь, в Испании, наверное, многие замечали, но я это почему-то слишком замечаю. Здесь очень зависит от человека, от человеческого фактора. Да. Если человек, ну, хоть какую-то долю хочет в вашей ситуации разобраться, вам помочь, он это будет делать. Они могут просто, ну, вот так переносить им надо, хотя тебе это очень важно. Либо... Ну, скажу так, в основном не напрягаться. Не сильно напрягаются, не парятся. Я бы сказала, по поводу своей работы не парятся. То есть вот они отработали свои часы, они выкинули с головы и все, и забыли. Тут им надо заморочиться, делать это всякие документы. Да, это надо делать. Да, а по факту зарплата у нее то же самое. Соответственно, она напрягаться вот не очень хочет. Мы уже подъезжаем, сейчас вот покажу район, как это все выглядит. Вот так это все выглядит. Ну, мне уже как бы не очень это все нравится. Райончик так себе, да. Сейчас посмотрим сам дом, как будет выглядеть. Сразу уже видно, что тут будут проблемы с парковкой. Ну что, вот у тебя парковка, на поле заедем. На поле? А что? Ну, мы так что, и сделаем. домики ничего, кстати. Где на это поле заехать? А где школа вообще? Пока непонятно, Настюш.
С этой стороны ужасные домики, а так вот эти, которые по над дорогой, ничего даже. Это, я так понимаю, вот сейчас нам направо, да? Ну, мы машиной заедем налево. Настя оценочку уже сказала. О, ужас какой-то. Уже лучше нормальный дом. Ну, не дом, хотя бы Ну, квартиру Настюшка, посмотрим, что с получится. двумя Да, этажами. тот, чем который вот мы это вот упустили, с он соседями во наверху. много лучше. Который мы не успели посетить. А мне 100% кажется, лучше, мне кажется. да, мне кажется, что он может был и нереальный, так как здесь они любят, ну, липовые эти делать объявления. Ой, ладно, сейчас пойдем смотреть. Вот так выглядит улочка, а вот так выглядит вот он дом. Какой-то из этих этажей, квартира там. Ну, домик ничего. Домик ничего, но район пустышь, как пустырь. Пустой. Y los vecinos pueden andar bici. Sí. Bueno, tiene ascensor, ¿vale? Ah, sí. Sí, tiene ascensor. Подъезд хороший, да? Os voy a ir entendiendo. Este sería el salón. El salón, como veis, es bastante amplio. Aquí tenéis la cocina. ¿Tiene dos dormitorios? ¿sí? Dos. Vale. Yo voy abriendo por ahí. Кухня тоже неплохая. Эта стена тут вообще ни к чему. Ну, в принципе, все есть. Все есть. Нету этой посудомойки. Судомойка вот тут, наверное, когда-то была. Ну вот, скорее всего, да. Ну ладно, пошлите дальше. Дом постройки. Холодильник. Она говорит, дом постройки 2007? 2007, да. Ух ты, как он выглядит. Выглядит старее. Ванная комната. Душевая даже. Este es el baño que le han puesto la placa ducha hace poco también. Esto si le quitáis este mueble también se queda. Vale. Todo que está aquí se queda, Si ¿no? queréis, sí. Este es el dormitorio pequeño, pero como veis es bastante amplio. Tiene mucha luz, sí. Da a la calle de detrás, tiene orientación sur. Esto es la pintura. Sí, sí, sí. Y tiene aquí el armario también. Sí, pero que aquí le cabe su cama, su escritorio, su mesa, o sea, su... ay, ¿cómo se llama? Y este es el dormitorio principal, que tiene la misma orientación, tiene tanto ventana como terracita y tiene también 3 puertas de armario. Sí. ¿Y qué hay aquí cerca? Que nosotros no conocemos mucho camas. Pues esto, ay, Perdón. perdón. Andando 3 minutos tenéis la principal, que es Santa María de Gracia, ahí para el autobús, está el ambulatorio de aquí, el centro de salud está también a 3 o 4 minutos andando, y por aquí tenéis frutería, tenéis carnicería, por aquí hay todo. Y luego si vienes con el coche, si sales por aquí detrás y te metes a la izquierda, sales ya directamente a la rotonda que puedes tirar por la circunvalación de Sevilla, sí. La verdad es que esta zona está muy bien comunicada, pero luego estás dentro del pueblo. Vale, y vosotros es de inmobiliario, ¿no? Como Sí, aquí. y ahora si quieres te explico. Sí, ahora nos vemos todo. y Claro, tú ves hablamos. tranquilamente, Sí, sí. ¿vale? Y ahora yo voy preparando el parque de visitas.
очень светлая комната. Вот это светлая, да. Ну, та тоже Ну, нормальная. если забрать ту Зал сторону, вытянутый и какой-то зал узкий. некрасивый, зал сильно темный. Старая ванная, старая кухня. Я еще хочу глянуть. Ванна нормальная, а вот кухня мне не нравится. Она как старая, как Бабка, да? блин, да. Хотела это сказать. Perdona, ¿cuánto metros cuadrados tiene total? Sí, ahora mismo. A ver, este es... 65, ¿no? ¿Cuadrado? Sí. ¿Construido o útiles? Útiles. Esto tiene construido 65. 65. Sí, tiene 2 habitaciones, salón, comedor, cocina y baño. Vale. Y aquí está la anotación. Куда? В патио. Не в патио, ну, в подъем. Как он? Коридор. Но классно, что нету рядом соседей. Обратил внимание, что нету вот это, что тебя заглядывает прям в... Ну да. Это, конечно, ага, Газовая колонка. Газовая колонка. Чего? Бойлер? Горячая вода в душе. А это электрическая. Угу. Выключи, блин. Поставишь что-то, блин. Накладка. Функциона. Todo funciona. Микроволновка. Niña. No, Sí, dice papá, no te pone nada. no te pone nada. Кондиционер. Tiene Solo ese aquí. aire, sí. Solo aquí, Solo в ese салоне. aire. Могли, блин, при даче помыть это. Классный подъезд, а квартира такая себе. Угу. А сколько тут? 150. Такая комната. Балкончик. Para poder anticipar. Тут сюда. Я говорил, хамон тут. Lo que también está bastante cuidadito. ¿Y qué año tiene el edificio? No sé. Estos son de 1970, todos más o menos. 96? Ay, no le he dado- 1970. no le he dado la luz. Немножко отремонтировано, да? Ну, сколько тут? Угу. Двери новые. Камера какая-то. Он говорит, что камеры везде растут. Está nuevo, tiene un año de ahora. Mira, hasta la puerta de entrada. Está nueva. Pasaros así sin problema. Vale. Видишь, тут больше уже. Esto era terraza y le hizo el cerramiento y ya queda un poquito más grande y es súper luminoso. O sea, aquí entra luz todo el día. Y tiene además А, еще и проход есть. Ah, también hay un balcón también. Sí, ¡Oh! sí. Eso yo no lo he visto en el foto. ¿Да? ¿Te видела? Нет. Нет. además está muy bien. ¿verdad? Ой, все muy cómodo, de verdad. Grandecito además porque es bastante largo. De hecho, si se fijan al final del todo se ve hasta la girarda. Ujú. Y la verdad que está bien. Eso es jamón. El jamón, ¿verdad? sí, el supermercado al lado, tiene una tienda aquí al lado, un bar aquí, otro bar ahí al lado, por ubicación también hay. ¿Y para cole? Número 2, por ahí. Para No, número 2 ahí. para Sí. Sí, para allá. Настя, тебе нравится? Угу. Все Мне новенькое, очень да? нравится. Ты прям все новенькое, все красивое. Es obra nueva y lo mejor. Вот смотри, твоя комната. ¿Y qué queda? Con todo. Темное. Ну, тут закрытое окно просто. La tele, el... Esto Хорошая se queda porque esto está. es el... no, esto es el... Esto de vapor, de vapor. ¿Vale? Y de aquí creo que lo dejan acabado, ¿vale? Pero lo que sí seguro que no es
estas además son de los que tiene Ventilador. arriba Ventilador. ventilador. Podemos... Sí, sí, podemos. ¿Sí? Sí, no hay problema, no hay problema. Porque Como es están las cosas de... por eso. Sí, sí, pero no hay problema. А что забирается, что остается? Говорит, все, кроме не знает, чи телевизор остается или нет, и вот та штука, которая делает это. А еще на ней сяду? Да, давно. Какая Ну, кофе, гриль. Cuatro es lo único que hace un poquito menos... Можем продавать, а взять телевизор наш. Ну, то не наш, мы должны будем купить. Sí que estaría vacío. По adentro, vale. И там нормально выглядит? Иди сюда. Sí, esta va adentro, esta no hay problema, es como para el patio. Ну, немножко темновато эта комната, да? Угу. Un poco falta la luz. Sí, este es el único que me falta es la luz, además. Y el baño que también está completamente nuevo. Además tiene una ducha bastante grandecita, ¿verdad? Ну, душевая, без стойки нету, но как бы нормально. Ну, С ремонтиком. нормально. Нравится мне очень. Неплохо, да. Мне нравится. И это- Ну, в принципе, тут как бы немножко вот в этой комнате не хватает света. Здесь- Ну ладно, мне так лучше, мне кажется. А сколько квадратных метров? 64. Так, диван. А там как-то нет вообще соседей. В окнах Марина Краска говорит, Так, что я еще соседей. тут засниму ванну. Так, ванна. Sí, lo reformaron, creo que era desde abril. Туалет. De hecho, eso, por ejemplo, la terraza estaba por fuera y hicieron un cerramiento. Y el baño es más grande porque la ducha antes era lavadero. Era lavadora y eso y era... И выходит на патио все. Так, дальше что у нас тут одна комната. Марина, как будет посудомойка? Нет. Лава, ну, ¿Lavadora? лавахия. Ah, la vajilla. Pues no sé si tiene. No tiene idea. Так, огромный шкаф такой, это очень большое преимущество, конечно. И два окна. Там круто открывается это, Что? шкаф. Шкаф открывается? Раньше это было тут 3 комнаты, он говорит. Да? Тут 2, Ну вот, я же тоже видела, да. эта комната классная, а вторая что-то маловато. Так, и последняя комната, маленькая, тут ничего не остается. Выход в патио. И вот так Настенка. 119?